Знаете, что сгнило? Старая зубила, зеленый подсветка. Приятно, приятно. И можно было сделать чуть поменьше. Наша прям, что ли, душевная, что ли, прям вот. Ну, значит, тебя можно назвать уже таким, ты заводом со стажем, да? С какого года ты владеешь этим автомобилем? Ну, купила я в декабре 2017 года. Она что, живая? Где ключи? Черный твою! Как говорила моя бабушка, снова вы находитесь на канале Gianni Philosophy, и сегодня мы будем рассказывать что-нибудь очень интересное про автомобили. И так как я являюсь автозаводом в прошлом, я, в принципе, испытываю неплохие теплые чувства к нашему любимому АвтоВАЗу. И для этого у нас сегодня как раз-таки есть гость, прекрасный гость. Это вот Никита. Приветствую всех там и так далее. И у него очень интересный автомобиль. Да, и сегодня мы будем говорить, в частности, про его автомобиль, как он к этому пришел, почему этот автомобиль, да, и тогда какой уровень доработок прошел этот автомобиль, для чего он покупался, и все такое. Да. Хорошо. Но у меня угол больше, бро. Да. И сегодня я буду брать интервью у человека, который до сих пор является владельцем АвтоВАЗа. Я просто уже давно как бы свой ВАЗ продал, да. Но если бы у меня был ВАЗ, я бы обязательно снял бы от своего лица. Но так как хороший, правильный АвтоВАЗ, каким является этот автомобиль, это редкость, у меня есть бешеное желание осветить на большую аудиторию, что же такое действительно АвтоВАЗ и когда он собран правильно. Почему именно АвтоВАЗ, да, то есть что тебе нравится в этих автомобилях, как ты сам пришел к нему. Так, на тот момент, когда я вообще решил купить машину, у меня не было вообще машины. Вот. Стал выбор. Мне нужна была, во-первых, машина, на каждый день. Так. Но очень хотелось ворваться в автоспорт. Так. То есть еще с того момента, как я там получил водительское, то есть, все мы, наверное, выросли как бы на видео «Форсажи», журналы «Тюнинг автомобилей» и тому подобное. Да, мы точно, короче, вы там... Я думаю, что те, кто посмотрит это видео, точно. Да, они как минимум заинтересованы. Как минимум они знают, да. Так. Вот, поэтому хотелось как-то ворваться в любительский автоспорт, тайм-атак, выехать на какие-то соревнования. Так. Вот. Поэтому, опять же, вторым критерием была какая-то, минимальная пригодность к этому делу. Так. И, опять же, возможность доработок. Причем доработок в целом доступных и понятных. Потому что, тазы изучены в целом вдоль и поперек. Вот. Да. То есть ты хотел просто знать, с чем ты имеешь дело, ты хотел что-то участвовать в процессе непосредственно, да, чтобы можно было и поковырять что-то самому, чтобы можно было все это найти, естественно, да, как бы, потому что эти машинки, особенно на правильном тюнинге, они очень, как бы, постоянно требуют даже не ухода, а вот просто вот наличия каких-то ништяков, потому что ништяки, взяты как бы, да, скажем так, они на сток в машине, там другие ништяки, да, вот, и чтобы они все были в наличии. Так. Почему, например, не иномарка? К тому моменту, когда я хотел, был готов уже купить автомобиль, у меня не было такого большого круга общения именно вот с людьми из какой-то автотусовки, гоночной тусовки и так далее. То есть я не шарил, так сказать, за иномарки. То есть, А за тазы что-то уже... За тазы как бы более-менее понятно, было у кого спросить, как бы кто-то ездил на них, кто-то знает, то есть как бы... А иномарка, да их было много, и непонятно, какую выбрать. Все мы прекрасно понимаем, что есть определенные машины как бы более-менее подходящие к автоспорту, другие нет. Взять то же самое, какое-нибудь, не знаю, Фиеста. Фиеста очень неплохая машина для старта твоей, как сказать, в любительском автоспорте. Да. Но на тот момент, например, я этого не знал. Зато ты точно знал, что на грани. За это, да. Но я точно знаю, что тазик, он как бы, точно пойдет. Его можно, скажем так, можно адаптировать под разные задачи, да, и вот сегодняшняя машина тому будет доказательством того, что
Он действительно может быть повседневным, одновременно он может управляться, одновременно он может тормозить. Ну, так вот, конечно, он не сможет, да. Но так и не надо. Вот есть ребята, как бы они вот занимаются какой-то дичью, пускай занимаются, собственно говоря. Ты сказал, чтобы автомобиль был и повседневным, да, и чтобы была возможность, естественно, выходить на Казань-ринг. И именно об этом я бы хотел узнать, какой уровень доработок прошла эта машина. И начнем мы с самого интересного, естественно же, мы начнем с мотора. Это мое очень прям любимое дело, потому что как бы я был... свой ТАЗ я строил на 8-клапанном моторе. Значит, и как бы, давайте честно, чтобы 8-клапанная машина поехала интересно, нужно строить прям злую телегу, да? А меня, как студента, в то время тоже преследовала повседневность, вот как Никиты, да? То есть, ну, хочется универсальную машину, это нормально. Вот. И поэтому мне приходилось, скажем так, ну, пренебречь там какими-то более злыми валами, валом, да, там один вал. Да, вот люди, которые понимают, они сейчас посмеются. Вот. А здесь у нас вот тот самый шестарь, вот такой, даже чуть красивее, чем вот это. Вот, красивый, вкусный, с 2 распредвалами, да, который можно собрать там на очень серьезном тюнинге, да, на какие-нибудь там 200 плюс сил и так далее. И Никита сейчас вам непосредственно расскажет про спек мотора, да, что было произведено с ГБЦ, с поршневой, если было, да. Итак, второй вопрос. Какие доработки по мотору? Прям по порядку, можешь сверху вниз идти, как бы вот с ГБЦ к поршням. Ну, смотри, вообще я бы хотел сначала начать с того, что первые мои выезды там, и гонки были практически на стоке. Так. И вообще я как бы хотел бы донести до людей, которые хотят ворваться в какой-то автоспорт любительский. Не надо строить, надо выезжать на том, что есть. Это главная аксиома. То есть если у вас есть какой-то ТАЗ, туда вы можете закинуть туда более-менее нормальную резину, купить нормальные колодки, поменять тормозные диски, обслужить ее, жидкости проверить, и в целом вы готовы к выезду. То есть не надо годами строить машины в гаражах. Главное начинать катать. Вдруг тебе это вообще не понравится. 100% согласен. Потому что с момента того, что я, да, как бы, вот когда свою машину строил, с момента того, что я закладывал и вот что построил, да, там, вот в этом промежутке спек менялся, ну, 3787 раз, да? Зачем это было поменено, я не знаю. В принципе, на первоначальном спеке я тоже мог выезжать уже вообще легко. Но вот это вот наше любительство, да, вот эта вот любительская история, любовь к узнаванию там информации, мы сидели там, какие там паблики были раньше, там злые тазы, злые валы или что-то, злые тазы. ВАЗ ЦЦ, как там. Что-то такое, короче, да, там ВАЗ, что-то там, в общем, вот мы сидели, нам было интересно, было тоже очень, оно до сих пор есть, это комьюнити, ребята до сих пор в регионах, я уверен на 100%, что они собирают хорошие, симпатичные тазы, интересные, едущие, тормозящие, рулящиеся. Итак, ехала. Да, продолжим. Да. То есть первые мои выезды были все в целом на стоке. Так. То есть я в целом рос с автомобилем, автомобиль со временем улучшался. Угу. И, естественно, мы дошли уже вот до того, что есть сейчас. Если интересно, могу рассказать поподробнее определенные уровни роста, либо могу сразу перейти как бы к тому, что есть сейчас. Я вот думаю, что мы тебя же самого послушаем, потому что ты до этого сказал, что вот не, надо выезжать, работать с тем, что есть, да? Вот, поэтому мы сразу перейдем, я думаю, к спеку, который вот в данный момент. Спек у нас, в итоге, Лада Гранта. Драйв Актив. Драйв Актив, да, Драйв Актив. Это не спорт. Это не спорт. Нет, ни в коем случае. Это не спорт, это автоспорт. Вот. Итак, у нас 1.6. 1.8. У нас сейчас 1.8? Да. Ой, я не знал. Блядь. Реально? Реально. Хорошо. Итак, у нас Лада Гранта. Актив Драйв. Драйв Актив. Драйв Актив 1.8. 16 клапанов, естественно. И мы переходим к спеку. Низ у нас на 1.8, на X-Ray компонентах. Так.
ГБЦ, соответственно, доработано, запил, все дела. Каналы доработаны, впускные, выпускные. Так. На впуске стоят другие клапана. Другие это? От Megane RS. На выпуске клапана от Subaru. Они все доработаны Да, интересные запчасти. по длине, Так. подогнаны под канал ГБЦ. Так. Пружинки стоковые, вазовские, не жесткие, нет никаких двойных пружин, там, блядь, жестких шриков и тому подобное. Все это ездит и крутится в 7900 спокойно. Угу. Вот. 7900 крутится. Да, отечка 7900. Хорошо. Прям это мне та-та-та. Я помню просто вот свой. У меня 7500 было. Причем мне советовали 7, точнее, мне обещали 7300, но потом такие, мы вот на прошивке посмотрели, что можно делать 7500. Вот эти самые 200 от 7300 до вот это вот, до 7500, вот, когда она прям вот там уже вот так вот болталась, это забавно. Для юного мальчишки это вообще круто. Вот. На самом-то деле, не бойтесь таких слов, вот, юный мальчишка. На самом деле, юный мальчишка вот такую машину, например, конкретно вот эту доработанную, вряд ли удержит нормально на дороге. Я вам без шуток говорю, абсолютно. Объективно, да, с ростом мощности и скоростей машину становится управлять сложнее. Сложнее даже в том плане, что скорость выше, точки торможения тоже, соответственно, меняются. То есть, когда у тебя гипотетически там 120 сил, скорости Да. меньше, тормозить тебе даже тормозить сильно проще, выверять тормозные усилия и так далее. Имеется в виду, что мощность тянет за собой все остальное. Вы не можете просто так сделать 150 сил, оставить все остальное, как было заводским, как бы, и ехать спокойно. Вы где-то не оттормозитесь, где-то не зайдете в поворот, поэтому увеличение мощности – это всегда тормоза, подвеска и все вытекающее. И я бы хотел здесь очень подчеркнуть то, что должно быть наоборот. Вы сначала ставите тормоза, вы сначала ставите подвеску, а потом ставите злой мотор. А не так, что вы поставили мотор и копите на тормоза, а пока вы копите, вы разбиваетесь в дерево. Ну, не дай бог, конечно, но Да. очень даже вы на это можете как бы налететь. Так вот, невзначай. Там золотые слова. Начинать надо не всегда мотор в последнюю очередь. Да. Ты когда вот покупаешь билет с пересадкой, да, ты сначала покупаешь конечный, да, билет. Ну, короче, ладно, это не суть. Вот. Вот, Итак. ну, продолжим. То есть, Так, как бы, мотор, да. доработанный ГБЦ, соответственно, понятное дело, не стоковые распредвалы. На впуске, по-моему, 11,6 подъем, фаза 280, что-то уже не помню. Ага, ну мы говорим опять Да. же про дейли. Автомобиль должен быть повседневным, поэтому как бы там 300 плюс фаза, ну не было цели да. поставить что-то прям На злое. выпуске 9,8, 282. Как бы, кто-то может сказать, что это слишком злые валы для города, но Ну вот Никита так не считает. я так не считаю. Да. Он Да, считает- холостой, высокий однозначно, но это в целом никак не мешает. Низа они есть. Машина с 2000 едет абсолютно спокойно, даже на 4-й передаче. Ну, момент имеется. А вот холостой сколько? 1500. Мужчинский холостой. Так Можно было сделать чуть поменьше, было бы уже вот это. была но, бы как там сказал такая. настройщик, он такой, ну, давай-ка чуть поднимем, мне не нравится, как она работает. Вот сейчас чуть хорошо. Почему я сегодня пригласил Никиту? Да потому что то, как он относится к машине своей, и я эту машину знаю достаточно давно, чтобы подъяснить такой момент, что мне очень близка философия Никиты и вообще сборки, да, то есть вот именно если мы говорим про повседневную машину, Никита подходит очень правильно, на мой взгляд. Это действительно интересная машина, она достойная, она достаточно давно ездит. В целом, на самом деле, про повседневность я, конечно, хотел бы немножко внести. Ремарку. Вноси вообще все, что хочешь. Да, все-таки как бы, ну, честно, наверное, не каждый смог бы на ней ездить каждый день. Все-таки. Наверное, да. Определенные есть как бы неудобства. Ну, та же самая блокировка, которая рвет тебе руль на парковке дисковая. Понятно. Ну, как бы вот. Она немножко, понятное дело, подергивается на низких оборотах. И то, ну, ты знаешь, вот ты едешь за кем-то, блядь, вот он начинает тупить, блядь. И ты такой едешь, отпускаешь, блядь, да что ты, блядь, на ровном дросселе она едет хорошо, разгоняется, опять же, когда никого нет, хорошо. Вот. Как бы, ну, понятное дело, жесткая подвеска, как бы летняя.
вносит тоже свои как бы неудобства. Но на этом ездить абсолютно можно. Но надо выразить... Ну, надо, да, надо следующим иметь образом. определенное это. Из того, что вообще обычно и зачастую бывает, какие проекты и какие в итоге автомобили получаются в итоге, да, вот если в рамках этого, понятно, что там есть достаточно серьезный ковш, там есть как бы, ну, жесткая подвеска, возможно, да, там я понимаю, что... Сейчас зимнее, Да, но понятно, что Никита перекидывает там помягче, пожестче и так далее. Но в целом с этим можно жить, потому что бывает все гораздо жестче. Прям машина вот может работать просто вот так вот. Типа, ну, я вот просто помню примерно, как работала моя, да, она работала 100% погрубее, но у нее, если честно, и был и поменьше классный ход, да. То есть он был, по-моему, у меня там 1300, 1250, вот. И прям чуть за 1000, можно сказать. даже, Даже. Ну, чуть больше. понятное дело, что ожидать от него там BMW семерки, что ты будешь там ехать одной рукой рулить вот так вот, второй рукой вот там, не знаю, что-то делать, блин, смотреть в телефон. Нет. При этом с кайфом везде доедешь, нет, такого однозначно нет. Но это опять же из-за блокировки, потому что руль, то есть тебе нужно держать. Всегда надо держать двумя руками. Да. Я всегда удивляюсь людям, которые... Ты смотришь, едет человек, он едет тут. Он едет вот так, у него телефон здесь, Едет я не вот знаю, так. там, он тут вообще ест, его Я- кто-то кормит с заднего сиденья. Обычно это так происходит. Да. Так, держите руку на руле. Да, вам всем нужен, значит, Lada Granta Active Drive. Драйв актив. Вам всем нужна Lada Granta Active Drive. Я немножко эстонец, блядь. Вам всем нужна Lada Granta Drive Active с блокировкой, чтобы вы все отучились от езды за рулем одной рукой, да? То есть вот Lada Granta, она не простит вас, если вы будете там вот, ну, вот этим заниматься. Особенно если клиента, да? Она прям вырвет у тебя руль. Хорошее уточнение, да. Да, я просто помню. На машине стоят кольцевые настройки подвески углов. Так. В целом развал боевой в этом году был минус 4,3. Схождение по минус где-то 20 раскрыто на сторону. Кастер что-то 3. Вот. То есть с такими углами в колее она ведет себя, ну, прям очень нервно. То есть ты не сможешь рулить одной рукой там и пить кофе. 100%. Можешь, но не стоит этого делать, потому что это... Чревато. Да. Это чревато. Очень сложно, на мой взгляд, сделать хороший выпуск на ТАСС. Ну да. Хорошо звучащий. Потому что у меня было много итераций, и, блин, все равно есть этот звон тазовый. Звон, да, Вот этот есть. мерзкий. Гул именно ты имеешь в виду, да? А, вот это вот. Вот. Ну, наверное, этого нам, если распредвалы стоят, наверное, этого не избежать, мне кажется. Нет, вот Можно все? можно. Да? Просто надо, собирать на хороших компонентах. В хороших однозначно. компонентах, да. Если ты покупаешь какой-нибудь, Stinger Sting- Club Turbo, нет, Я ребят, вспомнил. Так. Стингер, это такого не прокатит. звук с ним не будет. Это то, что я купил новым, поставил на свой автомобиль, и оно сгнило через год. Знаете, что сгнило? Банка задняя. И знаете, от чего я ее поставил? Почти. Еще. Вторая попытка. Там много не поставишь. Блин, даже не Ну, знаю. от чего можно поставить? Я знаю только САУ. Басаль. Басал. Басал, но она от Но Audi 80. Ну, это- Секунду. это прям очень старая школа. Но я свежий, конечно, парень, но окей, пусть буду олдскульный, типа, чувак. Хорошо. Вот. Басаль, да, Audi 80, она действительно звучала прикольно. Она из нержавейки или из алюминия, не помню точно из чего-то, что не ржавеет. И она дает очень приятный бас. Подвеска сначала, опять же, я ездил на абсолютно стоковой ладоспортовской подвеске, которая была заводской. Этого в целом учиться чему-то хватало. Потом я понял, что жесткости абсолютно не хватает. Крены были, причем даже не поперечные, а продольные на торможении. Машина клевала мордой так сильно, что жопа начинала мотать Мотать, вправо-лево. да? Ну, Вот. клевки на тазу — это очень серьезная проблема. Ну, это просто очень мягкая, гражданская абсолютно подвеска. Следом я перешел на другую подвеску, GT Pro, наши тольяттинские ребята. Очень хорошая подвеска, крайне рекомендую. Если кто-то задумывается о том, какую подвеску ставить в спорт, ну, в целом даже не только в спорт, GT Pro, наверное, сейчас самое правильное и хорошее решение. Я отъездил на них практически 5 лет, наверное, Так. и они до сих пор живы, я их продал товарищу.
И они, то есть, поставились на машину товарищам, ездят, работают. Пока еще не поставились, но они работали, когда я их снял. Окей, хорошо, хорошо. Вот. Это очень важно, это очень важно. В этом году я купил, соответственно, чайловеры BC Racing. Это А вот BC, извини, пожалуйста, а вот BC, то есть вот здесь я опять повторюсь, что это подход. Ну, ставить BC на АвтоВАЗ, если ты просто вот собираешь, каждый не поставит. Есть миллион других марок, они кратно будут уступать BC 100%. Но это редкость, то есть это говорит о подходе Никиты. Именно это я хотел бы подчеркнуть. Вот. Да, BC-шки это было, ну, это на самом деле верхняя ступень эволюции, так сказать, для таза. Да. То есть есть чуть еще выше BC-шки после Ревалова. Окей, хорошо. Сейчас, значит, стоит BC Racing подвеска. Соответственно, ушки тоже там допилены под развальные болты стоят, иномарочные от Мерседеса. Все это нам позволяет как раз добиться развала минус 4,3. Ну, было. Но вообще, на самом деле, надо больше. В следующем году будет минус 5. 4,3. Нет, сейчас на зимней подвеске минус 3. 3, ладно. 3 это такая... Меньше я не смог сделать. Потому что болты уже доработаны, и они не дают сделать меньше. Понятно. Нюансы гоночных автомобилей. И таких ситуаций, где ты что-то уже доработал, и тебе не вариант откатиться назад, очень много, да. Поэтому все таки думают, вот он увлечен, он, наверное, этим занимается. Он просто ничего не может, просто. Ему не вариант ничего другого сделать, он уже встал на этот путь. Обратного пути. Все, обратного пути нет. Да и зачем? Когда ты уже попробовал хорошее, а тебе не хочется назад. Еще вот это вот, да. Эта история заразная, я ее проходил, я и заражен был, и мне кажется, она мне до сих пор держит, эту болезнь, я не знаю. Вот, поэтому... Когда... И да, это вот то, что когда ты попробовал хороший, покатался на бесишках, ну, это классно. Она едет офигенно, она едет так, как надо, она едет внутрь, она офигенно отрабатывает неровности. У нее постукивают ШС, но это все фигня. И это и возвращаться на... Я поставил зимнюю подвеску, я очень сильно оттягивал этот момент, потому что я не хотел ездить на ней, но мне все равно надо было их снять, потому что зима, надо чуть-чуть еще их доработать, чуть ушки распилить, чтобы больше было развала. Ну и жалко. Понял. Плюс, если мы еще затронем подвеску, опять же, стоит подрамник от автопродукта на жестких рычагах. Стоят проставки подшаровые, с D16T алюминиевые. Спереди, ну, тогда дальше пойдем. Колесные проставки стоят для увеличения вылета, ну и для перехода на другую разболтовку. Хорошо. Потому что когда я начинал это все, я вообще купил диски шириной 6 шестерки, слики. Красивые, новые. Да. Причем такого типа цвета gunmetal. Окей. Было красиво, но это вот опять же возвращаясь к тому, что когда ты не знаешь, это может выходить с дополнительными тратами. Я купил узкие диски. Я начал выезжать, считай, на гонки. Так. И когда ты едешь в поворот, соответственно, боковина у резины, она из-за того, что диск узкий, резина широкая, у тебя боковина типа бубликом, и она сильнее начинает подламываться в повороте, и ты едешь, на боковине, а не на рабочей поверхности шины. Ну и как бы, когда я уже начал гонять, я знакомился с ребятами, что-то начал больше читать, мне начали советовать что-то, и говорят, диски нужны минимум 7, минимум. Сейчас вообще актуалочка 8 на морду хотя бы. 8. Кстати, у меня были на моем тазу как раз-таки 8. 20-й вылет, вдумайся, 8 R15, 20-й вылет, полка там была, ну вот с ладонь мою, просто вот такая. Мы добавим, у меня есть точно фотографии, мы их точно найдем и добавим обязательно. То есть там будет просто кастрюля вот такая вот. Ну, это какие-то у тебя стенсерские диски были. Да, это были какие-то, по-моему, Scudetto, Made in Japan, мы их тоже там отрыл. Я их где-то, кстати, в городе отрыл, по-моему, с комьюнити кто-то мне продал. Вот. Это было классно. Они очень круто залетели, а потом они еще круче залетели в первый гольф. Тоже фотку найду и тоже пришлю. Да, на гольфе они покруче, смотрите, скажешь. Вот. Проставка, соответственно, для увеличения вылета, потому что передняя колея должна быть шире, чем задняя на переднеприводном автомобиле. Вот. Для увеличения избыточной поворачиваемости. Ну, еще ради экономии. Потому что диски с разболтовкой 4 на 98 стоили
просто космос. По сравнению с 400. 414 у меня. А, Да. хорошо. я 400 понял. тоже стоили дорого. Таксичный размер. Да, да, да. Очень, когда размер очень много на каких автомобилях Да. устанавливается, это очень дорого стоит. В тот момент это было там, разболтовка 498 стоили там порядка 30 тысяч, а 414 стоили, я их купил за 11 500, наверное. Это какой И год? проставки за 5 тысяч. Это, наверное, был уже 18-й. Вот я поэтому Может спросил, быть, да. Или, может быть, 19-й. Я был убежден, что это вот 20 и ниже. То есть 2020 это год было и ниже, давно. потому что нынче по 11 500 ты сказал? Да. Кованые, да? Не Колеса? Ребята, есть проблемы. Мягко говоря, есть проблемы с колесами по 11 500, если это ковка. Слушайте, ну давайте признаемся, да, то есть преднатяг вот у нас слышно даже. Давайте будем объективными, да, то есть зима, в принципе, не стихия переднеприводного автомобиля. Не обязательно там вас, не вас, это уже вообще не имеет никакого значения, особенно если это, скажем так, 150 лошадей и выше, да, когда есть небольшой, если так можно выразиться, избыток мощности, ты просто не можешь комфортно тронуться. То есть у тебя постоянно пробуксовка. Вот. Никит, скажи свои впечатления вот о езде зимой, да, то есть я знаю, что там боли больше, чем кайфа, согласись. Я лично вообще зиму не слишком сильно люблю. Так. Поэтому для меня вообще в целом езда зимой, она просто боя. Угу. Потому что надо чистить машину, прогревать. И да, как ты правильно сказал, все-таки передний привод это зимой определенные неудобства все-таки доставляет. Зацепа мало, а еще учитывая, что все-таки на ней даже в зимнем варианте стоят кольцевые углы спереди, это тоже не добавляет зацепа абсолютно. 100%. Не добавляет стабильности торможения тоже и так далее. То есть, зимой однозначно ездить менее комфортно. Но в целом тоже нормально. Но я, кстати, признаюсь, что здесь не так все больно. На моем АвтоВАЗе, ВАЗе, то есть АвтоВАЗ это завод, у меня нет завода АвтоВАЗ. Вот. На моем ВАЗе не было блокировки, и мне вот было больно. Вот, скорее всего, из-за этого, да. Кстати, да. Здесь очень в этом плане есть комфорт, как бы. Как сказать, комфорт, да, то есть машина, видно, что морда, она всегда в зацепе почти, да, то есть она управляемая. У Никиты стоят очень серьезные шины, да, вот про это я и говорю, да, если мы еще чуть нажмем, то где-нибудь начнет вот так вот таскать. На переметах. Да, колея это вообще, то есть ребята с блокировками забыли про там вот это вот все, про телефоны и еще 100% при покупке самой блокировки, или себя уже готовили к этому. У Никиты установлены очень такие прям серьезные шины, да, то есть это Continental у нас. Continental Weekend Контакт 7. Это более чем хорошие зимние шины, да, то есть вот. Топовые шины. Вот в этом и есть вся философия, понимаете? То есть нельзя просто взять везде, сшибать верхушки, да, вот к тюнингу, если вы относитесь к автомобилю какому-то, да, там пытаетесь его восстановить и так далее. Так не получится, что вы вот взяли автомобиль, сейчас я тут ее подмарафечу, да, вот эта вот фирменная вот такая политика людей, которые покупают автомобиль в надежде на то, что они тут быстренько что-то подмарафетят, а на самом деле автомобиль и ни один даже его узел требует действительно уже капитальных ремонтов, вложений, да. То есть, когда я говорю капитальных, это значит, вот мотор устал, вы разбираете мотор, смотрите, что там ему не нравится, да, и все это меняете на абсолютно новые исправные запчасти, как бы. Естественно, это все стоит денег, это немало времени. А люди, которые говорят, сейчас я тут полирну быстро, да, вот, тут полирну, да. Нет, так не прокатит. И это правильно, потому что есть, опять же, ответственность, есть последствия у всего этого. Возвращаясь к автомобилю Никиты, он приятный, у него 100% есть мощность, да, то есть я это чувствую, потому что мне вот просто в комфортной езде, мне понятно, что
я его использую, естественно, не на всю мощность, даже на там какие-то процентов, наверное, 20 я его использую. Ну, потому что дорога и так далее. Приятно, приятно. И рык, и все, вот это вот все прям... То, что у меня было, рык, все звуки примерно такие же, но не было динамики такой. 100% автомобиль можно назвать городским, потому что снизов едет. Действительно, прям вот без напряга какого-то. Опять же, все-таки без объема, да, вот, Никит, сам скажи, вот без объема нечего делать в этой истории, да, то есть я с моей полторашкой, у которой был там 8-клоп, 1,5 низ, кстати, у меня низ был 1,5, даже не 1,6. Все-таки в эту историю, наверное, более глобально стоило подходить, вот даже моей вот этой как бы глобальности, хотя для 8-клопа автомобиль прошел очень большой путь по дооснащению и тюнингу. Ну, дооснащению имеется в виду. Дооснащать там нечего, имеется в виду то, что очень большой список работ именно по технической части был проведен, но, скажем так, да, я был счастлив, я это сделал, но получить что-то прям серьезное у меня не получилось. Возможно, стоило все-таки брать шестнарь. Но есть 8-клопы, действительно злые и едущие, но, наверное, на мой взгляд, они уже дейли просто не могут быть, потому что там очень серьезный подъем, очень серьезные фазы на распредвале. Ну, у меня был тоже, понятное дело, до 1.8, 1.6, тоже на валах. Ну, впускной был не такой злой, там были оба вала на впуске на выпуске 9.8, 282 фазы. Ну, вроде как тоже достаточно фаза есть. Но насчет низов, они тоже в целом были. Наверное, чтобы у тебя не было низов, тебе точно надо валы какие-то там за 300. Ну да, да. Ну, опять же, что мы имеем в виду в низы? То есть она ездит, да, она ускоряется на городских скоростях. Понятное дело, что у нее вся мощность, она находится там за 5000 оборотов. Ну да, 100%. То есть, как бы, Я но- поэтому и говорю, что я ее использую сейчас на 20%. Я представляю, что тут будет с 4,5 там где-то. И вот Пятерки там, с смотри. пятерки, да, прям веселится она. Ну да, с пятерки прям вообще весело. Я точно помню, что мы отстраивали мой автомобиль в жару, в очень серьезную прям жару, прям что-то типа плюс 28, это был еще и вечер, то есть, ну... И у меня были проблемы с холодным запуском. Кстати, напишите в комментариях, если у вас тоже такая история, напишите, какой у вас вал, какой спек, так, в общем, какой мотор, и напишите, когда у вас автомобиль перестает комфортно запускаться. У меня он переставал комфортно запускаться, имеется в виду, с автозапуска он у меня запускался, ну, скажем, до минус 15, выше уже я должен был идти сам. Даже в самый лютый мороз он очень трудно, но запускался всегда, без там бустеров и какой-то там вот этой истории. Просто, ну, когда установлен спорт-распредвал, гребет, она гребет, ты чё, она прям очень хорошо гребет. Крутани выше 4 где-то, она звук поменяется на впуске. Прям. Выше 4, сейчас. Вроде вот не третью просто. Сейчас камеру проедем, что тут. Расскажи, у тебя как холодный запуск происходит, когда он получается, когда не получается? Ну смотри, в целом до минус 15-18 градусов вообще с полпинка. Но я никогда на самом деле не ставлю на автозапуск. У меня почему-то такой прикол, что я не люблю отставлять тачку на ручнике, я всегда ее оставляю на передаче. Да. Ну и как бы какой смысл? Я прихожу, запустил тачку, почистил, все, сел, поехал. Вообще не сторонник греть машины по часу. Там, Ну да, это 100%. ну, до минус 15-18 вообще с полпинка, как летом. Когда уже минус 20 накатывает, вот последний у нас там пару дней было, там минус 23, я на новом конфиге еще до этого не запускался на таких морозах. Ну да, запуск, прям скажем, сложный. Я крутил, ну, вот раз 7, наверное, вот она пытается, схватывает, но глохнет. Ну, где-то с 7-го раза, наверное, я запустил. Поэтому мороз минус 20 все-таки уже это Ну, надо понимать. критичен для запуска. Да? Да. Хорошо. Давай, в пол нажимай. Хороший Крути, пацан. крути. Я понял тебя. Она реально прям включается.
Она прям просто тынк вот в моменте, и все. Как в ТЭК практически. Да. Вот шутки шутками. Это наш русский втек. И звук тоже меняется. Да, она рычит прям очень серьезно. Да. Ну, я говорю, то есть вот все, что мы сейчас, конечно же, тестируем и пытаемся получить эмоции, 100% этот автомобиль раскрывает эти эмоции и дает эти эмоции летом. И желательно, конечно же, на треке. Я теперь понимаю всю политику, да, зачем этот автомобиль, почему он нужен, как бы. Если ты любишь автомобили, и особенно, в частности, наши автомобили, у тебя есть раздолье решений для того или иного тюнинга под те или иные задачи. Я вам повторюсь еще раз. Я хотел очень многим людям сказать одну вещь. Не надо шутить с тазами. Хорошо, очень хорошо. И мы переместились в рейсбокс для более комфортного времяпровождения и обсуждения прикольных автомобилей. И Никита нам сейчас подскажет интересные нюансы в спеке данного автомобиля, например, в моторе, да? То есть ты говорил то, что у тебя есть несколько позиций, которые не совсем, скажем так, привычны при выборе тюнинга данного мотора, да? Вот расскажи про это. Тут интересно очень ГБЦ. Почему она интересная, я расскажу чуть попозже, когда мы дойдем вообще до обсуждения автоспорта и нюансов. Почему она необычная? Потому что в ней стоят нестандартные вазовские клапана. Почему они там стоят? Потому что у моториста, который мне собирал мотор, завалялась очень старая ГБЦ. Она новая, но он ее давно очень доработал, но под тонкий клапан. Вообще, как он сказал, эта ГБЦ должна была пойти нашему президенту на его автомобиле. Ну, понятно. Сейчас, наверное, каждый там какой-то спортсмен-моторист имеет какую-то ГБЦ для абы-ларга, короче. Но, на самом деле, Арсен Петрович с ними работает. Ну, это да. Ты же просто сказал один моторист, я не знаю, что это конкретно Петрович. У нас была эта ГБЦ, а собрать надо было быстрее. Подготавливать, брать обычную ГБЦ, ее дорабатывать, это очень долго, затратно. Поэтому сделали из того, что было. Мы поставили туда более тонкие клапана на впуске, считай, Megane RS был, на выпуске Subaru, как я уже говорил. Ну, такая вот соляночка. Спуск у нас на жестких толкателях от Kia Rio, на жестких стаканчиках. Маслосъемники от Renault. Остальное все вазовское. Это очень интересно. Хорошо. К сожалению, у нас не получилось ее продуть, чтобы получить количество CFM, сколько она выдает, потому что продувочный стенд был продан, а новый пока не приобретен. Понятно. Но, возможно, мы это сделаем, потому что, по нашему мнению, получилась очень интересная штука. Посмотрим, как она будет бегать. Итак, у нас в Оконцове имеется 1.8 195 лошадей. И момент примерно 200. 201. 201 ньютон. На секундочку, это если взять мою А4 1.8 турбо, это на 20 ньютонов больше, если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Вырезаем. Итак, а теперь расскажи, пожалуйста, про именно назначение автомобиля, да, то есть понятно, что она ездит на кольце. Мне хотелось бы, чтобы ты объяснил аудитории, получилось ли у тебя собрать повседневный автомобиль, который может, в принципе, смело выезжать на кольцо? И что ты преследуешь, находясь на кольце, да, выезжая на кольцо? Что это для тебя вообще значит, эта вся история? Собрать-то получилось однозначно. Ну, это да. Тут я считаю, что подход был применен. Получился очень достаточно конкурентный автомобиль. В целом он может ехать на тумбу спокойно. Особенно если с прямыми руками человека, ногами, которым управляют. Особенно если Дима. Окей.
Расскажи про доработку тормозов и про охлаждение. Вот я начал, да, эти моторы, они высокооборотистые, соответственно, они очень сильно теплонагружены. И вот какие доработки пришлось сделать по охлаждению? По охлаждению смотри. Обычное охлаждение, ну, вода, тосол, Мгм. оно стандартное абсолютно. Так, Просто стоит хороший радиатор, который, кстати, тоже продукт, и мы знаем, что он, ну, хороший. Работает. Производитель. Мгм. Плюс дополнительно стоит масло-кулер на всякий случай. Извини, перебью. То есть по охлаждению, по антифризу у нас Да, штатное справляется? Да. Единственное, что удален радиатор кондиционера, что, соответственно, улучшает обдув. Мгм. И ухудшает комфорт. Так, хорошо. Плюс дополнительно стоит масло-кулер Так. с проставкой с термостатом Макал. Мгм. Масло-кулер, ну, он китайский. Ну, Мгм. Ну, работает. да, в целом он работает. Мгм. Нагревается очень сильно. У меня, правда, нет датчика температуры масла, но меньше знаешь, крепче спишь. Это очень прикольно. Это очень прикольно. Что у нас по тормозам? Тормоза претерпели достаточно много изменений. Ну, несколько итераций. Сначала я ездил просто на стоковых 14 тормозах, ну, 260 мм диски, и сзади обычные барабаны. В целом этого хватает, Так. если ты используешь, ну, не самые отстойные колодки. Хотя бы тот же самый Тимир, который был, ну, очень неплохой наш. Либо Маркон, какой-нибудь трек-состав, который можно тоже приобрести у ребят. Брэмбо, но именно экстра. Это были хорошие колодки. Мгм. Если ты не покупаешь мусор, то в целом этого хватает на небольшой мощности. У меня даже есть фотография, могу тебе скинуть, где вечер уже, и торможение, и фотка тормозной диск, он весь красный. Сияй, сияй, сияй. Вот это вся история. Так, я буду ждать, мне интересно. Фаруху тоже интересно, всем интересно, мне в первую очередь. На более-менее стоковой мощности этого вполне достаточно. Мгм. Но все-таки у нас не совсем сток. Да. Потом же следующим шагом была установка, переход на 15-й тормозной диск, Так. 280 мм. 280-й диск. Это серьезно. 288-й диск был на А4Б5 моей 1.8 турбо. Поймите правильно, я тоже был тазоводом, да, и мне интересно вот пообщаться, сравнить. Я вот все, что это задаю, это такое идет некое сравнение с моим тазом, да, потому что я вот прокатился сейчас на этой машине. Ну, это немножко другая лига, да, это как минимум едущий автомобиль, даже вот по снегу и так далее. Мне удалось оценить его динамику. Единственное, я хотел очень сильно представить, вот как бы оно сейчас ехало все это, если бы было лето. Ребята, я вам говорю, это прям песня. Вот это прям песня. Так. Значит, следующая Охлаждение. итерация это была установка 15-го тормозного диска. Мгм. Ну, говорю, 280, по-моему, 2 мм, если Мгм. память не изменяет. Так. Вот. Следующей итерации, когда мощность уже стала еще больше, я установила задние дисковые тормоза. Так. Отличное решение, кстати. Интересный нюанс, что в первую очередь, на самом деле, установка ЗДТ это, ну, не про усилие, наверное, не про мощность тормозов, не как бы даже не про сокращение тормозного пути. Ну, во-первых, это избавление от вечно ссущихся, блядь, тормозных цилиндров задних барабан. Так. Вот. И, соответственно, вечно ручник, который надо подтягивать. Ну да, понятно. И все. Потому что когда ты не подтянешь ручник, соответственно, они хуже хватают, тормозные усилия, соответственно, Начинается лишнее там, где-то усилие больше. пойдет где-то. даже на хуже. Мгм. Вот. Мгм. Это даже в первую очередь для того, чтобы лучше дозировать тормозное усилие. То есть Так. торможение становится более четким, тебе проще его дозировать, тебе проще заезжать в поворот на тормозе, на трейле и так далее. Мгм. И реально это, ну, помогает. И Ага. самое главное, сейчас стоят хорошие колодки Ferrado DS Uno. Ну, Феррадо, да, нормально. Очень хорошие колодки. Когда ты попробуешь их, ты никогда не захочешь вернуться на обычную. На обычный. Понял. Прикус, термостабильность. Короче, все нравится. Рекламу произвел Никита. Все нормально. Если не нравится их цена, ну, Кстати, на свой таз я именно ставил Феррадо. Но у меня, так как я был студент, на какие-то крутые Феррадошки, естественно, не было, поэтому у меня было все проще. Красные, зеленые. Нет, зеленые мягче. Вот зеленые, красные и желтые, да?
Только зеленый и красный знаю. Никогда, кстати, Я не в любом случае вот третий вариант не ставил. Я ставил вот сначала зеленые, они пылили очень сильно. Я замечал, что, ну, колодка мягкая, мягко говоря, мягкая, да, вот. А вот красные, да, поджирали диск, меня это не интересовало, мне главное тормозить, чтобы было. Тормозило. Ну, это я говорю вам сейчас что-то типа 2000, наверное, год 16-17, поэтому как бы не судите строго. Итак, вот мы пообщались много про что. Мы пообщались про мотор, про автомобиль, про тормоза, про уровень доработок и так далее. Про коробку. Да, вот именно, мы забыли коробку. У нас стоит ряд спортивный, естественно, да, с парой. Стоит первые 3 передачи у нас седьмого ряда, от 7-го ряда. Самый короткий ряд, если не ошибаюсь. Да, Так. ну, практически. Почти, да, ну да, там плюс-минус, ага. 4-я передача стоит от 11-го ряда, 5-я от 18-го. И 18-й, 11-й, там, по-моему, передача. 18-й ряд был у меня лично с парой 3.9, и это считался максимально гражданским значит, спортивным рядом, просто потому, что у тебя 5-я как бы нормально на трассе можно было ехать, и у тебя там не было 5000 там оборотов, да, но честно признаюсь, я хотел прикрутить 6-ю, просто, ну, не помню, почему это не сделал, видимо, не захотел, не знаю, не хватило, может, денег. Она стоила нормальных денег, кстати, это 6-я передача, я вот помню, как сейчас. Главная пара, кстати, 3.7. Вообще, в целом... Извиняюсь. 3.7 это разве не сток? Когда-то 3.7 был стоковым. Так. Потом АвтоВАЗ начал ставить 3.9 пару. Сейчас на всех, по-моему, обычных тазах 3.9 пара. Уже сейчас завод. Вот так вот, когда я тюнил свой тазик, 3.9 считалось такой, типа, легкий тюн, прям очень даже. Вот. Вообще, кстати, весь подбор передаточных чисел сделан для того, чтобы на дальней прямой казан-ринга выкручивать 4-ю в отсечку и не переключаться на 5-ю. Угу. То есть, ну, не тратить время, понятно, и чтобы... там уже на 5-ю уже там, соответственно... Вот. Какое время у тебя удавалось показать на Гранд Каньон Казан Ринг? Лучше пока 42, минут 42,8. Минут 42,8. Мое время, как я и говорил в первой серии, 2:01, поэтому позабудем про это недоразумение. Если честно, знаешь, почему у меня было такое время? У меня оно было высокое. Ну, я очень сильно кренился в поворотах. То есть передо мной, чтобы ты понял, меня объехал Honda Jazz в стоке. Вот. Причем он вот на прямой, как бы он от меня вот на поворотах оторвался, на прямой я его вот так просто догонял, начинались повороты, я опять также от него отдалялся, вот и все. Итак, мы обсудили все, в принципе, доработки. Понятно, у нас еще крутые очень шины. Я об этом говорил, когда мы ездили за рулем. Самый интересный вопрос. Ребята, меня это вот волнует больше всего, потому что мой ТАСС мне обошелся в серьезные деньги. Я мог 100%. Я не мог, я, в принципе, это и сделал. Продав все свои ништяки и сам ТАСС, я пошел купил Audi. Ну, мне хватило. Вот теперь у меня очень щепетильный вопрос. Так как уровень доработок на этом автомобиле кратно лучше, сколько это стоит? Смотри, объясню сразу. Вот стоимость машины там отдельно озвучишь. Озвучь, пожалуйста, вот спек запчастей, да? И мы сделаем, как бы, ну, это не то, чтобы мы сделаем вид, это и есть правда, да? Что-то Никита, как бы, парень из комьюнити, из тусовки, ему не чуждо взять там гаечный ключ, что-то в кайф сделать самому. Поэтому мы будем считать, что некоторые работы Никита делал сам или с друзьями, а некоторые работы, ну, как бы, как положено там в сервисе. Поэтому, итак, стоимость автомобиля. Ты им владеешь? Да. Ну, имеется в виду... Первый купленный именно мной автомобиль новый. Новый? Вообще, в принципе. Так, новый твой личный автомобиль. Ценник? 506 тысяч тогда он стоил. Это у нас 2017 17 год, конец. Когда я ушел с тазовской лиги. Пришел Некит, и, в принципе, не зря. У него получилось сделать 200-сильный таз. Причем 6 тысяч была доплата за цвет. 6 тысяч за вот эту синюю гоночку, ребята. И еще ждал я ее из-за того, что я заказал свой цвет, что-то чуть меньше 2 месяцев, по-моему. 2 месяца? Заплатить за ожидание... Короче, я вам скажу так. Это точно автомобили, которые мы любим. Ну, потому что, ну, не каждый будет ждать АвтоВАЗ, платить за это и ждать вот тот, какой он хочет. Поймите правильно. Ну, ездить на скучных цветах.
Я вам говорил, что у нас тут нормальная комьюнити, да. Стоимость всего этого, такой вопрос очень, как бы, ну, не знаю, может, болезненный или щепетильный. Кто-то может сказать, это очень дорого, кто-то может сказать, дешево. У всех понятия дорого и дешево разные. Так. Но вообще, например, могу сказать, до инцидента, который мы скажем потом дальше про нашу историю, в машину потрачено где-то было 1,5, 1,6. Это Но ты имеешь в виду под это- ключ со всеми недугами, которые ты Это пережил? вообще, вот, это С 17-го с года? 17 года доработки, работы, даже участие в соревнованиях, то есть стартовые взносы, какой-то бензин на соревнованиях, соответственно, Ну, понятно. страховки. Ну, Нет. приблизительная цена вот за все это была 1,5, 1,6. Давай так. Человек все-таки, который нас вот смотрит, он не будет ждать сумму с учетом всего, что может вообще входить Да. за 10 лет эксплуатации, да? Поэтому как бы вот если 1,5, 1,6 мы прибавим туда, ты сказал, 506 тысяч, это получается где-то 2 миллиона. Поэтому, мне кажется, можно смело иметь в виду, что автомобиль стоил 506 тысяч, и ты в него потратил вот на тюнячки с учетом того, что ты иногда там с аланчиком в гараже там ковырял ее, или иногда вез ее там куда-то, ну, в сервак, скажем так, уже на full прайс, да, если так можно выразиться. Вот 506 стоит автомобиль, сколько стоят ништяки? Примерно, ну, там, плюс-минус. Мотор, кстати, я тут посчитано с деталями и работой. Ага. Это где-то 193 тысячи. Округлим, 200 тысяч. Да. 700 тысяч. У нас едущая, не рулящаяся, не тормозящая, не охлаждающаяся машина. Охлаждение масла 12. Впуск Так. 30. Это ресивер, это переваренная крышка ГБЦ с переваренной маслозаливной горловиной. Ну да, потому что повыше. не получится поставить тот ресивер со стоковой крышкой. Мгм. Выхлоп стал где-то 30, 28 950. Мгм. Округлим. Мгм. Мозги. Если ты соберешь хороший мотор, это только полдела. Хорошим Так. мотором надо управлять. Прошить Его надо надо. настроить. Так, это у нас кто занимается? Настройщик. С? Или не С? Салах. Салах. Да. Конечно же, это Салах. Не знаком лично, очень много слышал только позитивного. В любых кругах, в любых дырках ни одного какого-то косячного отзыва и так далее. Поэтому, в принципе, судя по тому, что народ шьется и не взрывается, можно ехать к Салаху. Это не реклама, это просто... Я всегда отдаю дань тем конторам и людям, которые занимаются своим делом и делают его отлично. Вот. Поэтому Строил не один мой мотор. Поэтому... он, в принципе, настроил ни одну твою машину. Я просто говорю, я вот ездил... Меня отшивал Рома Васильев. Мираж Мотор Инженеринг, да? Тоже у меня нет претензий ни в коем случае, там, не пытаюсь там сравнить, что что-то плохо у Ромы, нет. Все отлично, все прекрасно, моя машина ездила хорошо, и все было хорошо. Значит, у нас машина стоит 500, мотор стоит 200, это у нас 700, плюс выхлоп, вот давай как-то чуть... Охлаждение Ага. 12, Так. выпуск, выхлоп 30-ка, 740, 30-ка, 775. ЭБУ, соответственно. На данный момент еще раз сделаю уточнение, что я считал цены по сегодняшнему, так сказать, курсу. Окей, То есть хорошо. То, что я хорошо, покупал, хорошо. это Это отлично, кстати, да, потому я что... покупал это, соответственно, сильно дешевле. Например, тот же самый БУ сейчас стоит 40 тысяч. Только блок. Да, блок. Так, мозги. Это блок, болтон в конце, Понятно. без всяких Так. январей и тому подобное. Так, Сейчас он стоит 40. Я покупал за 14. Идем дальше. так. Коробка. Ряд и Мгм. блокировка, пара 56 500. 56. Не сильно дороже... Нет, сильно дороже, чем покупал я, да. Я покупал все это дело в 2016 году. Дешевле было. Даже я вот студентом, работая где-то и учась параллельно, мог себе построить ТАЗ. Да, это было почти на последнее все, что есть, и все, что последнее есть, его не было, потому что оно уходило сразу. Но это было лично моим выбором, да. И я от этого искренне кайфовал. Я хорошо уезжал от любого атмосферного автомобиля
скажем так, до 2,5 литров, да, вот, чтобы он был не гипер там объемным, и чтобы это было, ну, до 140, да, а потом как бы шансов уже все. Вот. Он поедет и до 40, и после, и 140, и там 200 с чем-то, и я думаю, очень даже легко. Вот. Такая ремарочка. Вот. Так, дальше у нас тут подвеска. Те же самые наши любимые BC-шки. Та подвеска стоит, наверное, обычные, ну, пружины, ну, подвеска, которая жесткая, кольцевая, но обычная. Она сейчас, наверное, порядка 35 тысяч стоит. Я, наверное... Это обычная кольцевая подвеска. Да, это то, что стояло у меня Это у нас до BC-шек. что за фирма? GT Pro. GT Pro. Вот. Окей. Она очень хорошая, у нее передняя подвеска под узкую пружину, жесткую. То есть ни бочек, там ничего этой херни нет. Вот. BC-шки мне повезло. Я их выцепил бэушными, но с пробегом, наверное, 1002 километров. Как обычно, я зависал на Авито, искал себе BC-шки, думал, ну, может, что-то стрельнет. Потому что новыми они стоили там, ну, там, 170, 150. Это комплект BC подвески комплект, под кольцо. Да. Так. Вот. И, ну, что-то я сидел на Авито такое, частенько так, смотришь там, ищешь BC Racing на вас. Всплывает объявление. Турбо Приора. Так. Да, там на пирогах, короче. Прям на пирогах конкретно. Подвеска BC Racing. Я ему пишу такой, не хочешь подвеску продать? Он такой, ну, я пока машину в сборе продаю, а там цена стоит 600. Я думаю, братан, ты ее не продашь. Вот да. Он такой, я не продам, пущу в разбор. Я такой, ладно, хорошо, подожду. Через сколько? Он такой, ну, я недельки 2 попродаю. Может, кто-нибудь заберет. Да, может, кто-нибудь заберет, нет, в разбор. Я ему через 2 недели, ну, мониторю объявление, пропало объявление, статус публикации. Я такой думаю, продал или нет? За 600 тяжело, да. Ой, тяжело, родной. Я ему пишу, ну что, в разбор? Он такой, да, разбираю. Я говорю, BC-шки без вопросов продам. Очень нормально пацаны оказались, все снялись, разобрали, показались, видос сняли, прокатились. Мне еще повезло, что у меня чувак, они были в Пензе, по-моему. Так. Чувак случайно ехал через Пензу, я в чате клич кинул, он доехал, забрал мне эти BC-шки, я ему перевел бабки, и они мне приехали. Это вот про комьюнити и про вот эти вот чатики, про чат ВКонтакте, который был вот у нас в А4 в первой серии нашей передачи. Это, то есть, если вы видите вот примерно такого или такого человека, который болеет той или иной маркой, это не значит, что он ненормальный. Просто вокруг него в этот момент, то есть он не болеет, там, я не знаю, у него все хорошо со здоровьем, он себя прекрасно чувствует, давление, пульс, все в норме. Просто человек увлечен чем-то, да? И как бы то, что, ну, его, просто вокруг него нет единомышленников, и кажется, что вот он один вот такой вот ненормальный, да, или какой-то там гиперувлеченный, да, вот. А на самом-то деле в Пензе там ребята какой-нибудь, вон, собирают, вон, турбоприору, да, пожалуйста, там. Просто сейчас тюнинг тазов непосредственно, он все-таки из центральной России потихонечку, да, он как бы уже уезжает в регионы, я вижу эти машины в принципе кратно реже. И вообще тенденция такая, что... Ну, тенденция такая почему? Потому что вот мы сейчас считаем денежки, да, мы вам выведем итоговую какую-нибудь сумму, да, когда мы все посчитаем, чтобы это было более-менее объективно, корректно и так далее. Вот. И вы уже сделаете выводы сами. В принципе, на своем опыте, еще в то время я могу вам сказать, что оно того, наверное... Ну вот видите, вот просыпается вот эмоция сразу. Вот, потому что, вопрос философский, стоит оно это или нет. Объясню так. Если вы молодой парень, студент, который, ну, вы уверены, что вам не, ну, у вас нет денег там на какую-то заряженную машину, и вы хотите собрать ТАСС, имейте в виду, это будет стоить примерно так же, как купить сразу заряженную машину. Первое. Второе. Если вы просто уже с заряженным кошельком, и вы фанат, просто вы там, не знаю... Ну, любите наши машины, как вот я, как Никита любит, например. И вам просто хочется собрать, и вас не интересует ценник, 100% собирайте, кайфуйте, потому что у вас не будет никакой ответственности ни перед кем, да? Вот. Ни, в том числе и не перед своим кошельком. И третий вариант какой? Ну, это, наверное, что-то типа вот колхоза, да? Это вот когда вот реально нету,
по факту. И как бы по-хорошему-то варить пороги бы надо. Но мы тут валов накинули, вот да, как бы. И грудина у нас от гниения скоро разодрется, да? Скажи мне, пожалуйста, вот ты просто владеешь ей более 10 лет. Да, я владел 2... Еще нет. Декабрь 17-го, 10 лет. Извиняюсь. 27-го. Хорошо. 8 лет. Пускай будет 8 лет. Это достаточно... Заметь, она еще не сгнила. Кстати, не знаю, там до обеда ее сделали или что. Вот, 9 лет автомобилю, да, Никита, конечно, ее гипер часто моет, я в этом не сомневаюсь. То есть, он моет так, как надо мыть. Не то, что это он вот любит ее натирать. Он-то любит ее натирать, но ее нужно любить натирать. Вот, иначе будете в малярке тусоваться. На что бы ты ее поменял? Вот, я буду ждать очень конструктивный ответ на этот вопрос. Вот видите, вот, это эмоция, это не просто автомобиль. Если вы видите какого-то мальчишку или там даже взрослого парня, да, вот как мы уже там взрослые люди, да, и вы видите человека на нашем именно автовазе, скажем так, старой эпохи, да, не Веста, не там Аура, да, не Искра, не вот это, а вот что-то прям вот, наше прям, что ли, душевное, что ли, прям вот. Старая зубила с зеленой подсветкой. Типа того, короткокрылая, вообще обожаю. В общем, имейте в виду то, что, в принципе, это прикольно. Люди любят ее, они знают, что она гниет, они знают, что она там где-то по надежности. Хотя я думаю, вот твой спек, он не должен тебе там организовать много проблем. Слушай, потому что есть подход, потому что есть, занимались мастера каждым узлом. Там подвеской вот эти люди, там мотором вот этот человек, там, допустим, да, потому что это комьюнити, оно уже давно расставило ниши, да, то есть вот у нас АвтоВАЗ, мы хотим сделать подвеску туда и хотим сделать мотор там или вообще универсальное какое-то место, если такое есть. Вот. Какие проблемы у тебя были вот глобальные тоже можно говорить, да? Вообще глобально, на самом деле, автомобиль не доставил мне хлопот от слова совсем. Так. Из всего, за гарантийный, так сказать, срок небольшой, я поменял в нем 2 детали. Первая деталь это была ГБЦ. Да, сейчас все скажут, да. Все, сломался, блин. Деталь ГБЦ такая деталь, да. Деталька там. Все дела. В моторе завалялся, ага. Но проблема была вообще простая, это был просто брак. Опять все скажут, окей, хорошо. Просто... Хотя, кстати, извини, перебью. Я считаю, что в нашем АвтоВАЗе самой лучшей деталью, внимание, я считаю, что это мотор. И я вам об этом говорю абсолютно открыто, да, искренно, потому что, внимание, вот самая лучшая деталь в АвтоВАЗе — мотор, запятая, но на этом все, точка. Все, больше я не считаю там каких-то, вот мотор мне нравится, он хороший, он работает на перегреве, кстати, и не как сказать на перегреве, 95 это считается его рабочей температурой. Смотря как и где. На треке, конечно, греется сильнее. На треке он и сильнее пойдет. Я имею в виду, вот просто, допустим, рассмотрим... 96. Пожалуйста, это нормальная история. В те моменты, когда там 90 там плюс чуть-чуть там, да, увидит какой-то другой мотор из одноклассников, он может просто перегреться уже. Я тебе даже могу рассказать историю про перегрев. Во времена, когда у меня был кондиционер еще, так. Вот, как-то было очень жарко, мы приехали в магазин, думаю, жарко, не будем глушить. Я, просто не заглушил, закрыл вторым ключом тачку, думаю, пусть остывает. Ушли, приходим из магазина, я сажусь, а там, 125. Я такой, чего, Оказывается, у тачки было ДТП, это, я думаю, не важно, тачка сделана, отлично, ветровно, все хорошо. Попался вентилятор охлаждения, кривой попался, он залип. Он как-то залип. Все понятно. Перегорел предохранитель, вентилятора нет, тачка греется. Ничего, я сел быстренько, поехал, продул ее немножко, остановился, потом посмотрел, оказывается, вентилятор. Что? Потыркал, закрутился. Предохранитель заменил, все, поехал дальше. Ничего вообще на моторе никак не сказал. 125 градусов. На треке один из моторов у меня грелся вообще, 112, это, уже
Печечку включаю. Ага, окей. Ну, опять же, это трековая история, Да. гипернагрузка, да? Вообще, да, Шеснарь, я соглашусь с тобой, Шеснарь вполне надежный мотор. Так. Ребята, у нас есть примеры, ребята покупают моторы, блин, в Жигули, где-то перевернутые по пьяни двенашки в Чувашии, привозят его сюда, просто ставят И оно есть. Жигу, и оно уже ездит там 3-й год. Просто не вскрывая ничего. 506 Да, тысяч 500 плюс. машина. да, Мотор плюс. 200. Плюс 200. Охлаждение 12. Секунду. Ну, там масло Блин. кулер. Нет, и так, тому подобное. 506 плюс 200 плюс 12. Впуск 30. Выпуск 30. Так, ЭБУ 40. так, Так, настройка. так. Это важно. Мгм. Ну, всегда по-разному, но от 20 будем считать. Хорошо, возьмем 20. Да, пускай пусть будет 20. Окей. Мотоаккумулятор для облегчения. Ну, можешь в целом не считать это, ну ладно. Сколько денег? Он 6500. стоит 6500. 6. Дальше. Коробка 56 500. 57 округли, ладно. Так. Подвеска 100. Но стоит у нас BC, правильно? Да, 100 это DC. Ребят, вы пластик можете, новая. как мы уже озвучивали, здесь есть подход, да, и так далее. Вы можете взять за 35. Во всяком И она случае, будет управляться. во Да, всяком но не так. случае начинать, чтобы если Ну ты да. хочешь куда-то поехать, тебе не обязательно иметь все топовое. Ну да. В целом да. это касается и вообще всех Всей узлов, и этой вообще истории. всего подхода и концепции автомобиля. Так, 100 плюс Так, ЗДТ 22 тысячи. плюс 22. Комплект хороших колодок Уна 22 тысячи. О, вот здесь уже больно прям. Слушай, Опять ну же. S4 B8 стоит столько денег, хорошей колодки. Вру. В 2 раза дешевле. А какие? BC. DC. Ну, давай как бы это, да, вот. Неплохие, ну ладно. Ну, а если они стоят 12 тысяч? По-моему, они станут идеальными. Ладно, Смотри, хорошо. переход. Я говорил вам то, что тюнинг, правильный тюнинг и действительно хороший спорт ТАСС будет стоить немалых денег. Мы сейчас вот вам... Однозначно. Да. Так. Мгм. Так, переход на 15-й тормозной диск. Это где-то 10, ну, тормозные, это получается тормозные диски, там скобы, косточки эти для установки суппорта. Это 10 500. Так, сейчас как бы... Ага, плюс 10. Армированные тормозные шланги спереди 10 600, ну, 10 500, округли 11. Да. Так, я напишу сразу плюс 13 тысяч, потому что я 500 очень много пропустил и Окей, тысяч, да. пиши. Ну, там, Сзади тоже стоят армированные, но они мне достались с одним из комплектов ЗДТ, который мне не подошел. Я его продал, но Так. фланги оставил себе. так. Хорошо. Можно сказать, бесплатно. Потом, так, ну диски. Диски нынче порядка, наверное, ты купишь 40 тысяч. Это пятнашки? Да, это пятнашки. Пятнашки кованые, да. Поэтому так жирно смотрится, да? Нынче, кстати, тенденция есть очень интересная. Это переход на китайское литье. Flow Forming. Стоит недорого, бегает, проверено треком, легкое, доступное, новое. К сожалению, нынче уже Ну, в СМПО найти, да. кончается, она уже кривая, блин, ее надо восстанавливать, красить, ставить такое, ну, Ребят, у кого АвтоВАЗ, кому нужны вот эти все ништяки, послушайте, пожалуйста, что он говорит Никита, обратите на это внимание. Я думаю, он очень сильно компетентен к рынку, который сейчас вот в данный момент есть, он шарит. резину для соревнований мы опустим, Мгм, потому что это мгм. выбор Ну, качества, да, опять да, же. да, да. Выбор класса. Ну, это резину личная просто дорога. вообще оставим. Мы сейчас там, понятно, что можно поставить Мишлен, там, Да. Контик. Подрамник 18 тысяч. А вот здесь, кстати, мне кажется, это необходимая история. Даже в ВАЗ-2114, в девятках и так далее. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль хоть куда-то поворачивал, я думаю, вам нужно устанавливать В подрамник. Зубилах однозначно. Зубила очень жидкий кузов. Гранта, Калина намного Покрепче. лучше. Но Я покрепче. ездил без подрамника, просто с передней распоркой под телеком и задней распоркой рычагов. В целом было норм, но подрамник я поставил. Ну, понятно. Так, далее. Потом, ну, передняя распорка там 3500, задняя распорка крест 6000. 10, короче. Да. Так, Ну, потом у нас идет небольшое облегчение, это пластиковый капот с жабрами НФР. так, Он у меня встал в 17500, но так. это не окрашено. Угу, Покрасить вы можете хоть сами из баллона, угу. либо в очень дорогой мастерской. Понял.
пластиковые крылья 8 тысяч рублей. А, Это, кстати, единственный момент, одна из единственных деталей, которая начала все-таки ржаветь. пластиковое крыло? Железная. А. Поэтому я их и сменил. Все, извиняюсь. Кстати, я на свой ТАСС купил пластиковые крылья, но после времени 2.01 на ринге я продал вообще все к чертям, и их тоже. И машину тоже. Все. Я потом, не успел их поставить. Вот, кстати, Янис хороший пример того, что нужно сначала выезжать на том, что есть, а только потом начинать тюнинг и строить. Вот он выехал, расстроился, понял, что это ему я просто... не надо. у меня выбор такой был. Ты меня пойми правильно. То есть ты строишь... Вот он правильно вам всем сказал, что нужно выезжать рано. Я выехал, скажем, немножко запоздав, да? И вот запоздав, как бы, у меня уже был полностью готовый спек. Я выехал там на спорткоробке. Все, вот я эту машину видел вот так. Она готова. Она не едет ни хрена. Вы понимаете? То есть, в городе там заниматься там стритрейсингом там каким-то, да, и вот это одно. А вот выехать показать время мужчинское, да, это совсем другое. И времени не было, и как бы еще лежит там целый балкон запчастей, который меня задолбал уже. И, в принципе, я готов был расстаться. Вот. Поэтому выезжайте пораньше. Даже если тачка, имеется в виду, не допилена настолько, насколько вы хотите. Может быть, вы с первого, там, со второго раза вы просто поймете, там, что вообще это не ваша история. Вот. Да. Никита, как терпеливый человек, как, значит, путь воина взявший, да, то есть вот он эту историю допилил, есть результат. Выбирайте вам. Далее. Опять же, обращайте внимание по поводу тюнинга, что если вы едете в какие-то соревнования, всегда читайте регламент. Потому что какой-то тюнинг может закинуть вас сильно в класс к репетишкам, да, к серьезным, да, где вы будете со своей там пуколкой просто, я не знаю, что делать вообще. Особенно, если вы едете в какой-нибудь, например, возьмем тазовый чемпионат ЛТАК, где очень серьезный техком, очень серьезный регламент, где происходит аннулирование результатов после заездов, если находятся какие-то несоответствия и так далее. Вот. И это вам не вот по улице носиться со всей дури. Именно. Хотя там тоже обнуляют, сейчас я слыхал. Хорошечно. Так, далее. Погнали. Капот, крылья. Так. Руль я заказал из Японии. Хорош. Он встал мне до 22 тысячи. Адекватная цена. Проставка тоже под него. Тоже так, наверное. 5 тысяч. 5 тысяч, так. Да. Но, опять же, по салону пройдемся. Самое необходимое, что вам нужно, это ковш. Ковш у тебя Орик, да? Ковш от наших производителей. Так. Pro Anvil, Men's Motors. Угу. И с homologацией. И стоит он? Да. Тогда была скидка, и он мне достался за 35 тысяч с креплениями. Ремни тоже с homologацией. Ремни, кстати, кайфовые. 13 тысяч рублей. Так. Плюс по салону еще есть проставка под кулису, которая поднимает кулису, чтобы она была выше. Да, очень удобно. Очень удобно вообще. Я вот клянусь, было бы лето. Мы, возможно, еще, кстати, всю эту историю повторим. Я не знаю, точно. Но, как минимум, если мы летом начнем с кем-то вставать и что-то там выяснять, да, я бы ходом видел бы эту тачку. 200 сил при тонне 100 веса, скажем, да, округлим. Мне кажется, это будет интересно. Понятно, что это не будет интересно в рамках S4 B8, например. Это понятно. Но имеет место быть. Итак. С какой-нибудь двушкой можем прыгнуть. С турбовой? Да. Думаю, да, кстати. Очень я, даже. Конечно, не драгер. Но по приколу-то почему бы нет? Да. Это весело. Так, у нас еще что-то осталось? Мне уже охота нажать равно, и там будет сумма. Я такой... В целом, наверное, все. Я уж не буду, понятно, все. Всякие масла и тому подобное. Это уж... Так, а теперь у меня... Так, ага. 1 235 000. Вычти 506. Да. Это вот с машиной под ключ, да, вот? Хорошо, давай так. Минус 506, мы получаем 730 тысяч. Я вас благодарю. Да. 736 тысяч. Опять же, возможно, мы что-то
Не посчитали. Упустили, да. Итак, 736 тысяч при условии того, что Никита что-то делал сам, что-то делал с друзьями, что-то делал в серваке, при условии, что Никита Ну, честно сказать, что делал сам я практически ничего. мало чего, да? Да. Ага, Потому хорошо. что, ну, вкинуть мотор, сварить выхлоп Ну, понятно. тоже не могу, как бы. Понятно. Короче, хорошо, скажу по-другому. Никита, человек, который ориентируется 100% в ценах на ништяки, он где-то что-то урывал, да, как бы вот по скидке, как кресло, например, как ковш, да, то есть и это все-таки путь машины, да, с 2017 года по сегодняшний день. Я к чему? Я к тому, что что-то стоило дешевле, что-то стоило прям кратно дешевле, и если вам вдруг захотелось сегодня собрать вот Никитин спек, ну, можно накинуть 1200 сверху, да? На работу-то? Ну, вообще вот просто в целом. И запчасти будут дороже, и работа будет дороже. Ну, 200 это минималка, мне кажется. Да. Давайте подытожим. На мой взгляд, в современном мире АвтоВАЗ точно имеет место быть. Вопрос его тюнинга открыт, и он остается как бы по желанию, да, владельца, исходя из его целей. Вот у Никите ничего не мешает сделать это. Он владеет достаточно давно, и он не особо хочет пересаживаться, вот, кстати. Нравится ему, и все. Скажу от себя, я от этого как бы отошел давно, вот, когда Никита подошел, так получилось, да, вот реально, я в 2017 году продал свою машину. И я могу добавить абсолютно точно то, что вот после покатушек на этой гранте, хотя, повторюсь, в рамках вот такого мощного АвтоВАЗа, да, она достаточно действительно комфортная, можно ее назвать комфортной и так далее. Но на контрасте, когда я вышел с твоей тачки и сел к себе, я ни в коем случае не хочу сравнить, ни в коем случае, но я сел к себе в машину, мы вот поехали с оператором, да, мы просто оба так кайфанули вообще. Ну, у тебя просто, ну, по сравнению, да, опять же, имеется в виду, ну, сравнение в том, что я вот в это не полезу повторно. А если и полезу, это будет вот автомобиль, который будет у меня в гараже. С вами был Янис Колонидис и передача Gianni Philosophy. И наш прекрасный гость Никита. Не надо шутить с тазами. Ну, да, давненечко я не залезал в такие болиды. Очень интересное чувство. Я постараюсь их передать, но не обещаю, честно. Это, конечно, не ВАЗ-2114, который была у меня и так далее, но что я ощущаю, вот, садясь в наш автопром, именно вот как бы не вот в последние вот платформы, которые там Аурус, не последние платформы типа Ауры, там, Искры и так далее, а вот что-то еще хотя бы, хоть как-то, хоть чем-то напоминающее тот самый вот, там, Самару-1, Самару-2, да? Хотя это, конечно же, ну, можно сказать, что немножко все другое, да? Салон не такой, как бы старый, может, новей, современнее. Но я хотел бы подметить кое-что. Потому что вот присев в автомобиль нашего производства, если так можно выразиться, конечно, уже уходящей эпохи, да? Не знаю, как у кого, но вот у меня, даже несмотря на то, что последний раз там я садился в наш автопром достаточно давно, правда. У меня все равно что-то ел. Я вам говорю абсолютно честно. И почему? Да, ответ простой, потому что моя юность, мое студенчество прошло примерно вот в таком автомобиле, и если бы можно было туда вернуться, я бы это с удовольствием сделал. Он дарил мне безумные эмоции, и да, не исключено, конечно, что он эти эмоции дарил, потому что, ну, было такое время в жизни у меня, да, то есть это юность, там, это все в первый раз, все там впечатлительный такой весь и так далее. Но вот я сейчас сажусь и
Мне приятно. Если бы у меня была возможность в автопарке иметь АвтоВАЗ, я думаю, он бы был 100%. Я бы на нем почти не выезжал. Честно, вот я бы... Наверное, это последний автомобиль был бы, на котором я бы уезжал на дороге общего пользы. Почему? Да я бы просто в него вот так присаживался. Что-то бы у меня так же ехало. Я бы просто сидел бы там чуть-чуть в этих приятных, там, юных каких-то воспоминаниях, и, наверное, я бы закрыл дверь.